Всем привет! В эфире рыболовный клуб Кричевичи, и у нас сегодня второй видеоурок нашего межсезонья. Вы в комментариях задаете те вопросы, которые вас интересуют. Мы же пытаемся на эти вопросы дать ответы по мере возможности. Ну и, конечно, если на все вопросы мы ответить успеем. Потому что вопросов, кстати, за последние видео накопилось достаточно много. Итак, тема нашего сегодняшнего видео. Очень много вопросов в комментариях на тему, как правильно доставить вашу оснастку на какую-то определенную дистанцию. То есть неважно, с точки вы ловите, либо за точкой вы ловите, вы должны четко понимать, что если я закинул палку, у меня эта палка лежит, к примеру, ровно на 107 метров. Либо на 108 метров, либо на 109 метров и так далее. Значит, как обычно люди это делают? То есть обычно это делается так. Берется палка, берется колышки маркерные. Люди меряют на маркерных колышках дистанцию, ставят клипсу, и потом они эту палку закидывают в клипсу и ложат на редпод. Но тут есть одна большая проблема. То есть при поклевке, когда идет паровоз, есть большой шанс того, что вашу палку вместе с клипсой рыба утащит в воду. И таких ситуаций было уже очень много. То есть мы сначала тоже пытались ловить на клипсах, не снимая их, но в итоге заканчивается это тем, что либо при поклевке ты хаотично начинаешь снимать клипсу эту, либо с этого мостика, который вот тут, прыгаешь в воду и снимаешь эту клипсу на лету. То есть как бы оставлять клипсу на редподе — это абсолютно не вариант, ну как мы считаем во всяком случае. Вопрос, что делать? То есть если снимать клипсу, то при перезабросе нужно делать то же самое. То есть берем палку, идем к колышкам и опять как бы мы их клипсуем, что очень неудобно и занимает очень много времени. То есть как мы этот вопрос решили, мы вам покажем в этом видео. Допустим, наша дистанция 100 метров. То есть нам нужно положить палку на 100 метров. Что мы для этого делаем с самого начала? Берем колышки и начинаем клипсовать. Итак, 100 метров лески у нас на колышках. Теперь нам нужно поставить метку на этой леске для того, чтобы знать, что у нас ровно 100 метров лески в воде. То есть как бы не 105 метров, не 95 метров, а ровно 100. Какими способами это можно сделать? Первый способ, который используют люди, это маркер. То есть они просто рисуют маркером леску. Соответственно, таким образом они видят, что это 100 метров. Но какие минусы у маркера по нашему опыту? Первое, он смывается. Второе, его обычно хуже видно ночью, этот маркер. То есть не совсем удобно. Второй способ — это маркерная нитка. Маркерная нитка, которая цепляется на леску, но тут есть тоже огромный минус маркерной нитки. Если дистанцию нужно переставить, эту нитку очень сложно потом оттуда вытащить. И третий способ — это маркерная резинка, которая, по моему мнению, вообще не подходит как способ, потому что она обычно очень плохо на этой леске держится. И при нескольких забросах, когда она выходит через кольца, то есть у вас вместо 100 метров может быть там уже 104, либо 105 метров и так далее. То есть как это делаем мы? Берем обычный скотч, самый дешевый способ. То есть вам не нужно идти в магазин, не нужно тратить деньги, не нужно покупать резинки, нитки. Обычный скотч, который стоит 2 копейки. Берем ножницы и, соответственно, мы сейчас будем ставить метку. Я покажу, как это сделать. Так. Отрезаем кусок скотча. Вот так вот мы его крепим на леску. Берем ножницы. И теперь нам нужно аккуратно вот таким вот образом вот. Наша метка полностью готова. Тут еще немножко надо подрезать. Вот. Значит, какой в этом плюс? Эта метка не слетает. Это раз. То есть 4 суток можно рыбачить на соревнованиях, и эта метка будет в том месте, куда вы ее
прицепили. Далее самый главный плюс. Эта метка абсолютно не мешает дальности заброса. Совершенно. Итак, мы поставили нашу метку. Теперь берем, подтягиваем удочку так, чтобы она была на тюльпане. Вот опять же четко видно, у нас ровно 100 метров. А вот тут вот мы ставим клипсу. Мы поставили нашу клипсу и можно сматывать. Итак, мы помним, что у нас теперь тут есть и клипса, и плюс у нас есть метка, которая у нас была на кончике удилища, когда мы клипсовали палку на колышках. Закидываем. Клипсу снимаем. Ставим палку на редпод. Смотрим, где наша метка. То есть наша метка четко на кончике палки. Вот если мы, допустим, маркером померили расстояние от конца помоста, то у нас сейчас 100 метров и где-то примерно 30 сантиметров наша оснастка в воде от конца нашего помоста. Не всегда удается сделать таким образом, чтобы вот мы кидаем в клипсу, чтобы мы положили палку и она вот так вот легла. Обычно либо клипса немножко отстреливает, либо сильный боковой ветер, либо слишком дальние дистанции. То есть что мы для этого делаем? Мы для этого просто клипсу ставим на несколько метров дальше от нашей метки. То есть мы оставляем метку не на кончике палки, не на тюльпане, а выпускаем ее метров 4-5 за палку. Вот, друзья, наша метка. Вот у нас еще 4 метра лески. И вот только после этого я поставил клипсу. Закинули палку, опять снимаем клипсу, вытягиваем наш парус и опять ложим палку на редпод. Вот у нас наша опять метка. Метка опять же в метре, грубо говоря, от помоста. То есть у нас сейчас палка закинута на 101 метр. Теперь вот у нас палка закинута в воду. У нас на палке сейчас стоит только метка. Перезаброс. Как нам ставить эту клипсу? Нужно ли идти нам на колышки и опять мерить нашу дистанцию? Нет, не нужно, потому что у нас есть метка. То есть все очень просто. Мы берем палку, ставим метку, куда нам нужно. То есть если либо это тюльпан, либо 5 метров за тюльпаном, ставим клипсу и выматываем палку. Таким образом, то есть мы экономим свое время. Нам не нужно лишний раз ходить на колышки и эту клипсу ставить. Все очень просто, все очень быстро. И особенно при активной ловле такая вещь очень сильно помогает. Что делать при поклевке? Мы вытаскиваем рыбу, естественно, в этот момент мы не будем смотреть, где у нас метка. Естественно, мы в этот момент не будем ставить клипсу. Вытащили рыба на берегу, запасную палку закинули в воду. Что делать с этой палкой? Мы ее берем, закидываем. Метка у нас вылетела через кольца, мы это увидели, остановили, чтобы она не летела дальше. Метку подтягиваем опять к тюльпану, ставим клипсу и просто выматываем палку. То есть у нас опять на палке есть и метка, и клипса. Все очень быстро, все очень удобно. К этому методу клипсования мы пришли не сразу. То есть мы раньше тоже, как большинство рыбаков, пытались ловить на клипсах, потому что ее лень снимать, ее лень одевать и так далее. И были ситуации, когда ночью в дождь босиком выбегаешь из палатки, потому что не успеваешь обуть сапоги, понимая, что у тебя клипса и сейчас просто удочка уедет в воду. Были ситуации, когда из-за этой клипсы мы все-таки не успевали ее снимать, и мы теряли рыбу, и причем не единожды теряли рыбу, а потом именно этой рыбы не хватало в итоговом протоколе, когда мы отставали от первого места на несколько килограмм. Была ситуация, когда
мы вдвоем ловим рыбу, и у нас 2 поклевки одновременно. То есть мы вдвоем заходим в воду для того, чтобы эту рыбу забрать. И когда мы с удочками уже в воде, мы понимаем, что уехала 3-я палка, а на ней клипса. И наш редпод вместе еще с одной удочкой, то есть 2 удочки и редпод в итоге оказываются в воде. После этого мы клипсы никогда не оставляем на палках. То есть мы всегда их снимаем, и у нас нет с этим никаких проблем. Мы не теряем рыбу, мы не нервничаем, самое главное. То есть и в этом плане у нас нет абсолютно никаких сложностей. Если это видео было вам полезно, не забываем ставить вот такие вот лайки. Подписываемся на канал обязательно. Вот прям тут, прям сейчас берем и подписываемся. Видео будет много интересных и полезных видео. Ну и самое главное, не забываем в комментариях писать те вопросы, которые вам интересны. Мы обязательно постараемся на все ваши вопросы ответить. Всем пока, до встречи на канале.